Любопытная информация. Санкции сняли Соединенные Штаты с Делси Родригеса, временного президента Венесуэлы, занявшую этот пост после свержения Николаса Мадуро. Ну, задержание его арестовали за то, что он наркотеррором занимался, и там, в общем, под следствием он, я так понимаю. Его место заняли, и санкции сразу же сняты, лишь бы люди жили и развивались, по мнению Дональда Трампа и Соединенных Штатов, его администрации. Об этом говорится в пресс-релизе американского Минфина. Имя Родригес пропало из списка лиц, находящихся под особыми санкциями. Кстати говоря, со стороны России тоже активно ведется. Лавров там только что не на коленях ползает, уговаривая каких-то чиновников. Но сейчас это резонирует, события, телефонные переговоры, там унижается, говорит: пожалуйста, помогите, самыми важными людьми на этом свете есть дочки, я так называю, узбекский Д'Артаньян такой, тут просто он мушкетером себя считает, какой-то фехтовальщик, там такая, значит, узбекский товарищ, который всю жизнь занимается, потому что дружит как-то с Лавровым, он занимается изысканиями, то есть и изъятием природных ресурсов на территории России. Вообще он узбек, очень любит Узбекистан и давал это понять во время страшного заболевания, пандемии. Он даже деньги переводил в Узбекистан, но все время сосет он из России. Исключительно вообще не бездарный совершенно какой-то бизнесмен, ничего нового он не придумывает, не создает, он просто качает ресурсы. А кто ему дает вообще, почему этот узбек, что он там делает в России, разрезы какие-то делает, ну, это добыча полезных ископаемых. В свое время ему даже Навальный задал вопрос: что ты там делаешь-то, ты узбек, да, дай бог здоровья всем узбекам, езжай в Узбекистан. Вот. На что он сказал: тьфу на тебя, Навальный. Навальный говорит, взятки дает, поэтому он здесь болтается и разворовывает ваши пенсии. Вот. А тот говорит: тьфу. И так плюнул, что Навального унесло за полярный круг. То есть он поливать там, знаете, верблюды с завистью смотрит. Я вот к чему. То есть со стороны России вот Лавров, он очень активно борется за то, чтобы там дочки какие-то Усмановы, какие-то дочки, у него еще дочки есть, нафектовал он там дочек, и вот чтобы с них сняли санкции. Вот такая история. Ну, почему санкции, да, вокруг Усманова? Ну, это понятно, потому что он, тащит из России. Россия, те, кто получают деньги и прибыль, и больше ни на что не способны, ну, то есть такие умственно ограниченные, видимо, ну, то есть способны только на ресурсной базе, в этой стране, в России, зарабатывать. То есть вот такие попадают под личные санкции, и, естественно, вокруг Усманова эти облачка, они тоже сгустились. И вот как договориться, чтобы тебя сняли, да? И все те же старые методы, старые товарищи-друзья с вытянутыми от радости лицами звонят представителям тех или иных стран, Министерства внешних отношений, и пытаются уговорить, там, клянчить это для этих дочек какого-то узбека. Я просто, еще раз, я к Узбекистану прекрасно отношусь, когда есть Узбекистан, там есть узбеки, дай бог им здоровья. Очень много видел прекрасные, добрые, нежные, отзывчивые иммигранты. Но есть вот это, расплывшееся на яхте во Франции часто вроде плавает, и вот это плавающее, то в проруби, то в Франции, оно, значит, через своего Лаврова, который, кстати, нам вот в Россию завозит огромное количество мигрантов, явно из каких-то радикальных стран, Афганистан, там, Индия. А потом они все в Польшу пытаются пролезть. Там, я еще раз, да, рисую уже такую общую картину. Вот этот Лавров, я вообще как-то пытаюсь понять, на кого он работает. С другой стороны, ну что значит пытаюсь понять? По-моему, очевидно, на кого он работает. И все это на фоне заметнее становится, когда приходит какой-то президент и США сразу говорит: да, давай, показывай себя дальше, да, чтобы не выглядела какая-то политизация, что Мадуру забрали с какой-то там особенной целью. Его забрали потому, что он занимался и крышевал, по крайней мере в этом высказано подозрение в его сторону, и дальше уже суд будет решать, что он занимался наркотеррором. Латинская Америка только с этим словом и ассоциируется, да просят меня жители Латинской Америки. Вот. Но приходит другой президент, он говорит: так, все, значит, вперед, работайте, а там посмотрим. Ну, я своими словами. Итак, это перечень лиц, чьи активы на территории США заморожены, им запрещен въезд в страну, а гражданам и резидентам США нельзя иметь с ними деловые отношения. В Белом доме назвали это решение признаком прогресса в отношениях между двумя странами. Не знаю, я всегда за прогресс. Снятие санкций с временного президента Венесуэлы — один из последних шагов в нормализации отношений между США и Венесуэлой. Ранее 30 марта Госдеп объявил о возобновлении работы американского посольства в Каракасе. Оно было закрыто в 2019 году. Не знаю, я вижу здесь, по крайней мере, тренд такой положительный, гуманитарный. Не знаю, какой вы видите вы, пишите, на меня произвело впечатление.